Всем привет, с вами Еда, и сегодня я покажу свою табличку дня, которую помогает как трекер-привычек и читает количество времени, количество дня, сколько уделил такому или иному предмету. Вот сейчас покажу. Вот у нас есть категория, здесь мы пишем то, чем мы занимаемся, например, читаем книжки, математика, русский и тому подобное. Это относится к подкатегориям. Здесь есть категория, это, например, здоровье, учеба, саморазвитие. Это нужно для того, чтобы, вдруг вы хотите посмотреть в общем несколько предметов, сколько вы там уделили времени. Например, это мне нужно было, когда я готовился к ЕГЭ. Например, пишу учеба, это физика, русский, матем, и уже у меня в графике, дальше я покажу, будет показывать общее время. Так, далее. Здесь галочки пока что в них нету смысла, но они просто так для себя можете вот показывать, включать или нет и тому подобное. Здесь есть проценты, количество всего дня он отчитывает в процентах. Там, например, в день 1 минута это 0,07% в день. Вот здесь вы пишете все в минутах, это в день, неделю, месяц и год. Здесь краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Вот, например, вы не знаете, вы хотите, например, в год уделить английскому языку, там, где английский язык, вот английский язык, вот здесь выбираете английский язык, допустим, 100 часов. Это у нас получается сейчас 100 часов. 6000 минут, да? Получается, в день вы уделяете 16 минут, с половиной, в неделю 15 минут, и в месяц там. Вот все это сама рассчитывает. Но вот если, например, вы захотите месяц написать в год и месяц, то у вас загорится красный. Потому что нельзя в оба таблицы, в обе строки писать сразу данные. Например, неделю, еще день напишу, здесь они красными выделятся сразу. Вот. И процент тоже будет считаться. Сколько здесь? 20 стояло. Вот. Здесь в минутах тоже считается. Здесь можно скрыть. А здесь в часах. Видите, вот этот 480 минут это в день 8 часов. В неделю 56 часа. В месяц 240, в год вот столько, 2920. Так, здесь в дальнейшем сумма читается, тоже в часах, сколько вы уделяете. Всего вот эта минута считается, получается 10 часов и 46 минут. Потом здесь проценты показываются, здесь сколько остается времени, здесь минуты сколько остается, то же самое везде. Если вы, например, в день запишите там больше 24 часов, например, вот столько. Видите, сразу загорается оранжевым 44 часа 06. Это говорит то, что вы не можете столько уделить. У вас больше 100%. Когда больше 100%, здесь отрицательное число получается. И, лучше так не делать, Правильно, более измеримые числа ставьте. А это еще помогает, вот это все, чтобы здесь смотреть в графике. Здесь в категории теория, которую вы только что расписывали, вот здесь, он все рассчитывает. Вот здесь в день. Под категорию, здесь категория в день, здесь здоровье и саморазвитие. Еще, и все. Саморазвитие, здоровье и обязательно, да. Потом здесь есть за год под категорию. Это уже после того, как все в дальнейшем будете заполнять, он будет самостоятельно считать. Здесь за год категория. Потом, здесь уже для себя можете расписать, например, погрешность 120 минут. Здесь считается 180 минут. Здесь еда, медитация. Так, здесь все понятно.
Обычно я один раз заполняю эту таблицу и все. Так-то я эту таблицу использую только 1 год, но до этого у меня такая же была, только не такая уж крутая, как это. Здесь еще часы, количество часов считается. Так, дальше. Здесь есть таблица, которая выделяет все за год. На 2020 год. Здесь написано количество времени, сколько. Здесь категория, здесь подкатегория. И в часах и в минутах время. Например, медитация я уделил 7 часов 42 минуты за 84 раза. Количество дней, которые я делал, 84. Здесь саморазвитие и тому подобное тоже в минутах и в часах считается за год. Дальше у меня еще есть 2021 год. Вот. Тоже так же читается, но здесь пока что не показывает, не выделяет правильно. Ну, это в дальнейшем я бы исправлю. Так, и здесь, вот здесь, за плюсиком скрыто все, то, что за все годы. Здесь 2021 и 2022, потому что я заполнил только их. Ну и если заполнять в дальнейшем 2022, 2023, они тоже будут дополняться. Вот, например, общее считается количество дней, часов, здесь количество дней, которые уделил. Например, читал я 218 раз, 107 часов и 6 минут. Ну, достаточно много. Но не так уж. Вот здесь, обычно я его скрываю. Здесь пусто. Чтобы сделать резерв, например, целый год у вас было, вот, берете вот это, копируете полностью, вот так, копировать, потом берете и ставите сюда, специально только значение. И у вас уже в дальнейшем, видите, значение поменялось, здесь увеличилось. Это из-за того, что вы заполнили 2022. Вот так. Есть мелкие погрешности, например, на велике, там, значение, там, альфа. Ну, это я скоро исправлю. Мелкие, незначительные. Так, вот так, здесь я сделал на 5 лет, получается. Так, это у нас получается меню. Самое главное, сперва меню заполнить. В дальнейшем уже легче будет. И здесь можете бесконечно, почти бесконечно, можно сказать, заполнять категорию. Ну, здесь я 500 вроде сделал. Да, 500 строк. Мне кажется, 500 это достаточно много. У меня у самого только 31, правильно, заполнено. Так, потом итоги. Нет, итоги после этого буду показывать. Вот у нас есть таблица. Вот она так выглядит. Здесь уже из меню уже самостоятельно будет показываться, ничего не надо писать. Здесь будете писать только количество времени. Например, январь 1. Здесь я, например, читал 50 минут. Оно выделяется сразу, сейчас со временем, и суммируется в дальнейшем справа. Сейчас здесь показывается, здесь дата. Здесь нужно в основном только года менять, например, 2023, и здесь уже меняется четверг, воскресенье, понедельник, вот это среда, вот это все, вот это тоже самостоятельно меняется. Например, если второй месяц покажу, здесь уже будет вместо января февраль. Вот так. И здесь таких таблиц 12 штук, и мы собираем с помощью них все данные. Так, 22. Вот. Например, физика, и вот заполняется в минутах. И здесь читается, например, физика, сколько времени, сумма, все это в часах, вот время в часах. 96 часов 20 минут, и количество, ну, здесь тренировок написано, количество, сколько дней я уделял, 24. Вот. Потом здесь выбираете, например, да, вот физику из списка, который отсюда вылезает, ну, с правильным меню, например, ну, пусть остается физика. И здесь график показывается по неделям. Здесь получается 5 недель,
4 недели полные и 5 неполная, там 3 дня. 3 дня, 2 дня может быть. Там, смотря сколько месяцев, ну, у месяца сколько дней. 31, 30 или вообще 28, как у февраля. Так, вот. Здесь, получается, по цветам показывается. Так, например, первый это синий. Ну, здесь так-то правильный ряд. Вот синий, 50 минут уделял. Потом, это у нас первое числа, суббота, воскресенье. Сколько? Здесь уже не очень видно, конечно. Ну, так, чтобы посмотреть можно. Так, давай русский. Вот, самый наивысший сразу. Первая неделя, это четверг, получается, 4 часа 10 минут. Потом можно по дням посмотреть. Здесь 31. И вообще в общее можно. Давайте в общее смотрим. Здесь количество процентов. Если вот так нажать, то показывается количество часов, сколько уделал за этот месяц. Например, математика 24 часа 35 минут. Русский, физика. Ну, физику много занимался, значит, 1 января. Вот. Здесь читается по... Сейчас скажу. По месяцам. По неделям графики. Так, здесь стоит русский. Например, русский считается. Первая неделя всего уделил 6 часов 57, вторую неделю 3 часа 10 минут. Вот, все 5 недель здесь показывают. Вот здесь. Ну, думаю, графиков достаточно много. И везде также. Вот, 6, который я заполнял, здесь у меня больше заполняется, потому что ЕК закончилась. Вот. Вот эти строки не трогаю, они нужны для того, чтобы показывать сон, например, если я выбираю обливание, ну нет, обливания ничего нету, читать книги. Здесь, видите, уже появляется значение. Они копируются, ну, выделяются из самой его таблицы и отсюда. И сразу в часах показывают. Это нужно, чтобы в графиках все правильно показывало. Вот. Тут много чего я делал. Неделю. Гора. Так, вот у нас основные таблицы, их 12 штук. У вас вот этого не будет. Нет, у вас этого будет. Это для того, чтобы дату пока ставите и читает количество часов. Ну, оно особо не нужно. Наверное, вот. Здесь есть итоги. Здесь, получается, по всем этим предметам можно выбирать. Например, опять же, физика. Физика выбираем, и здесь значение по часу. Первый месяц, второй, здесь месяца, здесь количество часов, которые уделял, в минутах, и итога. Суммируется все. Минуты и часы. Да. Ну, здесь просто копия. Можно даже убрать. Вот. Например, выбираем английский. Ну, мне кажется, английский там мало будет. Вот. Читается. Сразу показывает. Здесь для ЕГЭшки нужно было. Ну, ладно. И вот здесь можно выбирать, например, выбираем отсюда гитара. И читается количество, сколько я уделял, сколько за определенный промежуток времени. Здесь пишем, например, за 20 уже значение меняется. Вот это за год, короче. Здесь здоровье, то же самое. Здесь в минутах. Нет, то же самое, просто копия. Так, ну это особо не играет роль. Вот у нас есть еще таблица. Здесь мы, короче, показываем. Здесь сколько, например, уделял 60 минут, 60, 50. Здесь, короче, так записываем. И здесь уже меняются дни. Например, опять же пишу 1. Вы видите, меняется сразу. Количество дней. Потом сразу читается часов, сколько осталось. Здесь сколько минут осталось.
количество дней в часах, средняя считается в минутах, потом сколько потратил в часах, в минутах. Здесь пишите, сколько хотите уделить времени, ну, в данном случае, допустим, 1000, сразу значение меняется. Здесь считается пропущенные дни, это когда у вас ниже, ну, пишите 0, запятая, 0,1, например. И здесь, чтобы значение меняется, но пропущенное считается. Здесь, чтобы не меняться, вот. Все правильно. Вот. И здесь уже в часах все показывается. Вот эту таблицу в минутах показывается в часах. И, ну, конечно, количество дней, которые уделял по месяцам. Здесь уже все данные, которые есть. Например, медитация. Первый месяц уделил 17 минут. Здесь 1 час и 5 минут. Здесь в минутах уже. Здесь общее считается за год. Вот. Ну и количество. То же самое. Вот. Это таблица итог. Есть таблица графиков, которыми я горжусь. Например, выбираем физика. Он показывает за год, сколько год по дням уделял. Вот, например, физика бывало 9 часов и 5 минут занимался. Вот здесь каждый день, короче, показывает. Потом здесь есть по месяцам. Выбирайте один из месяцев, например, первый. Здесь показывает подробно. Вот 9 часов и 5 минут. Это отсюда. Это первый месяц получается. Здесь так-то можно еще посчитать, какой это день. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Да, 9. 9 месяц стоял 9 часов. 2 дня подряд по 9 часов. Крутой, конечно. Так, потом здесь месяц по дням. Тоже, опять же, физика выбирали. Здесь показывают только физику. Здесь год по дням без пропусков, где уже... Ну, здесь его в минутах показывают, конечно. Вот этот график большой, самый первый, показывает без пропусков и в минутах. Потом год по месяцам. Получается, первый месяц сколько там? 96 часов и 20 минут. Вот он вот такое более прозрачное здесь. Месяц. Он значение показывает первый месяц сразу. Так. В дальнейшем месяц по дням. Уже более другому. 7 месяцев берет и, короче, сравнивать между ними. Здесь 12 месяцев. И вот показывает. Обозначение есть. Ну, самый наибольший я делал это первый месяц, 9 часов и 5 часов. 5 минут. Потом год по месяцам. Это уже все предметы, которые есть. Медитация. Здесь уже можно выбирать. Например, я же говорил под категорию, зачем нужно. Вот, здесь уже суммируется. Например, категория учеба. Здесь первый месяц, сколько я уделял, второй, третий и дальнейшее вот так читается. А здесь все справа, получается, находятся все такие вещи, где лучше не трогать, можно просто посмотреть, где читается все вот это значение, чтобы графики подбираются нормально. Вот. Вот такая у меня таблица, не очень большая, но очень эффективная. Помогает читать количество часов, дней, минут и тому подобное. Очень подробная, по моему мнению. Графиков достаточно много, а что не нужно, можно просто скрывать. Удобно, легко и просто. Обычно я заполняю через телефон, выбираю сразу отсюда, например, 6 месяц и ставлю значение. Ну, в дальнейшем открываю его, она ставится один и тот же месяц. Я пробовал делать по неделям, но слишком много таблиц получается, их 54. Мне это не устроило, потом решил по месяцам. Конечно, их тоже много, 12, но это лучше, чем 54, 53. И
Это нужно, чтобы вообще, чтобы все подробно было. Ну, кому не нужно, не обязательно. Еще в дальнейшем я буду снимать про одну программу, которая с помощью него, которая автоматически будет заполняться. Вообще ничего не делал, можно почти ничего не делал. Только в неделю два раза, нет, один раз, 2 недели, два недели надо будет заполнить значение и все. Ну, для этого, конечно, через компьютер. Вот здесь, например, функция написана, которая после заполнения одной таблицы, она будет брать данные из другой и заполняться. Да, сложно объясню, ну вот как-то так. Скажите, что, по вашему мнению, еще надо дополнить, что можно улучшить. Ну и все. Спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь и комментарии. Пишите вообще, что вам понравилось, что вам не понравилось, чтобы я в дальнейшем знал, как улучшать эту таблицу. До скорой встречи.